Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсукевич, всем добрый день. Война с Ираном пошла не по плану. США снимают санкции с России, что по расчетам Bloomberg должно высвободить 140 миллионов баррелей российской нефти в море. А США вместе с другими странами МЭА направят на рынок 400 миллионов баррелей нефти. Борис Леонидович, гипс снимают, клиент уезжает. Зачем снимать санкции и вскрывать госрезерв, если Трамп уже почти-почти совсем-совсем выиграл? Трамп, как известно, подебил. Начнем с этого, что мало ли кто забыл. Напоминаю, Трамп подебил. Может быть, у меня плохо с произношением, но как могу. Давайте по порядку, опять же, без журналистского задора. 140 миллионов баррелей в сутки. Если будет возможность, я, конечно, попросил бы оператора вывести потом числа на экран, чтобы было понятно, насколько хороша эта версия. У нас, как известно, Министерство энергетики считает закрытыми данные по нашим нефтегазовым делам. Тем не менее, международные аналитические агентства, рейтинговые агентства стараются, считают, как умеют. Данные за январь 2026 года от КПЛЕР, рейтинговое агентство, наименее политически зависимое, политически ангажированное. Морской экспорт Российской Федерации в январе составил 3,54 миллиона баррелей в сутки. Общий объем закупок Китаем и Индией составил 2,72 миллиона баррелей в сутки. Разница, таким образом, 0,82 миллиона баррелей в сутки в январе. Февраль. Морской экспорт Российской Федерации 3,4 миллиона баррелей в сутки. Китай и Индия на двоих закупают 3,23. Итого разница 0,17 миллиона баррелей в сутки. В январе свободной нефти российской было 0,82 миллиона баррелей в сутки, в феврале 0,17. Каким образом можно собрать 140 миллионов баррелей нефти в нефтяные танкеры? Вот, давайте предположим, что мы вообще никому ничего не продавали, у нас новый вид спорта, наша задача загрузить как можно больше нефтяных танкеров. Экспорт будем считать 3,5 миллиона баррелей в сутки. Значит, 30 дней наши нефтяные компании загружают нефть в танкеры. На вопрос капитана судна, куда я иду, получаю сакраментальный ответ. В океан. Может быть, даже по-другому звучит. Вопрос, который задает капитан судна. Уважаемый владелец нефтяной компании, вы дебил? Да, я дебил. Отправляйся в море, сейчас фракт дешевенький, я тебе позвоню, потом куда-нибудь пойдешь. Версия, настолько несостоятельна, ни 100 миллионов, ни 140, вот, что у нас там сегодня только в интернете не обсуждали. Сотни миллионов баррелей направо, сотни миллионов баррелей налево. Если смотреть на те суда, которыми пользуются российские компании при экспорте нефти, с учетом того, что после теракта с газовозом суда обходят вокруг Африки, то есть время на доставку резко выросло, максимум того, что может сейчас находиться в танкерах, 19 миллионов баррелей в сутки. 19 миллионов баррелей, извините, никаких суток. Но это не та нефть, которая отгружена неизвестно куда. У нее есть адресаты, у нее нефть не гуляет просто так. Особенно с учетом нынешнего времени, когда, напомню, стоимость фрахта выросла в 3 раза с того момента, как был блокирован Ормузский пролив. Не бывает такого, чтобы нефть просто болталась в океане. И, еще раз, медленно разбираем эту версию. Нефтяная компания России добыла нефть, заплатила налог на добычу полезных ископаемых, зафрахтовала судно и отправила этот танкер неизвестно куда. Стой там, я придумаю, кто будет покупать. Там где? Да где хочешь. В каком хоть океане? В Атлантическом, в Индийском? Да хоть в Тихом. Стой где-нибудь. Я позвоню. Так что, извините, все эти версии про 100 миллионов, 150 миллионов, миллиард баррелей, не соответствуют действительности. Это самое мягкое, что я могу по этому поводу сказать. Поэтому те новости, которые мы сегодня выслушивали,
Таиланд выходит на переговоры о российской нефти. По-моему, там от Шри-Ланки новости поступили, что будут покупать. Ну, давайте так, будучи на земле ногами, подумаем, что может быть. Нефть из России может двигаться двумя путями. Либо по долгосрочным контрактам с какой-то формулой цены, либо спотовые цены. И всем нам известно, что вот есть такое модное слово «дисконт» был у российской нефти. Слово «скидка» мы выговаривать уже не можем, поэтому мы говорим коротенькое, такое приятное русскому уху слово «дисконт». То, что в долгосрочных контрактах, уже вряд ли поменяет покупателя. То, что идет в режиме спотовой торговли, поставьте себя на место владельца нефтяной компании. Вот к вам пришел человек из Таиланда, я хочу вашу нефть. Ну, понятно, то, что вы отвечаете, ты у меня просишь нефть, но просишь без уважения. И покупатель уже понимает, что уважение должно быть выражено в конкретных числах. Индия с какой скидкой покупала? Там, $20 с барреля. Я согласен, что скидка будет 10. Если бы ты пришел вчера, это было бы нормально. Дальше идет процесс торговли. Мы не сможем нарастить объемы добычи. У нас есть соглашение ОПЕК+, вряд ли мы его будем нарушать. Но то, что в результате вот эти дисконты по отношению к нефти Brent будут снижаться, совершенно очевидно. Вот это тот дополнительный плюс, который может получить Россия. 150 миллионов баррелей, 250, 350. Пусть торгует Bloomberg. У него этой нефти много, у него полный океан танкеров, во все места залита нефть. Вот такой ответ. Теперь вторая часть. Вторая часть марлезонского балета – это решение стран, входящих в состав Международного энергетического агентства, о дополнительных изъятиях из государственных стратегических резервов 400 миллионов баррелей в сутки. Но первое, что бросается в глаза, это 20 дней работы Ормузского пролива в обычном режиме. В обычном режиме, в довоенном, так скажем, до нападения коалиции Эпштейна на Исламскую республику Иран, 20 миллионов баррелей в сутки. То есть совокупно 31 страна, входящая в состав этого объединения, способна закрыть 20 дней неработающего Ормузского пролива. Казалось бы. Решение достаточно жесткое, я так понимаю, что и обсуждали его достаточно долго, обсуждали на уровне G7, ни о чем не договорились. Потом мистер Трамп заявил, что он готов изъять из Госрезерва Соединенных Штатов 120 миллионов баррелей, но результат его подкорректировали. Не знаю, какого уровня переговорщики, но на момент подписания документов выяснилось, что из Госрезерва США будет изъято 172 миллиона кубометров. Баррелей, простите, сбился. И теперь уже появился график. В первый день, когда вот была названа цифра в 400, это была просто общая цифра, которая всем давила на мозговой аппарат. Сейчас в числах первыми начинают изъятие Соединенные Штаты в марте, то есть прямо вот сейчас в режиме онлайн, 60 миллионов баррелей. В апреле еще 50 миллионов баррелей. И в мае еще 62 миллиона баррелей, итого 172. В апреле к той же деятельности подключаются европейские страны Международного энергетического агентства. В апреле 30 миллионов баррелей. В мае 50 миллионов баррелей. В июне 48 миллионов баррелей. В мае начинается изъятие в Азии. Собственно говоря, там из стран-членов Международного энергетического агентства всего две. Япония и Южная Корея. Май – изъятие 40 миллионов баррелей из госрезервов. Июнь – 30 миллионов баррелей. И июль – еще 30 миллионов баррелей, совокупно 100. Вот и получается. Соединенные Штаты – 172 миллиона. Европа – 128 миллионов баррелей. И Азия – 100. Становится очевидно, как Международное энергетическое агентство, а это все-таки министры энергетики, профессионалы отрасли, оценивают продолжительность конфликта вокруг Исламской республики Иран. Последнее изъятие в соответствии с этим планом – июль месяц. Мне кажется, разговоры о том, кто кого подебил, можно прекращать. Это документ до июля месяца для того, чтобы компенсировать потери в связи с блокировкой Ормузского пролива.
Вы, господа хорошие, намерены изымать нефть из государственных резервов. Вот такая объективная, на мой взгляд, оценка. Почему получается июль? Ну, давайте вернемся в Персидский залив, посмотрим, что там происходит. Добывается нефть, вывести ее нельзя. Конечно, у каждой добывающей страны, за исключением Российской Федерации, не знаю, почему мы решили стать исключением, есть резервы для заполнения. Колебания рынка, цена пошла вниз, ничего не продаем, держим в резервах, цена пошла вверх, освобождаем из резервов, мы этого не делаем. Вот там это делают. Удивительно рядом. Они, наверное, что-то знают про нефть, про рынок нефти. Закончились резервуары. Хорошо. По данным трекеров, сейчас на просторах Персидского залива почти 200 танкеров. Выйти они не могут, значит, их тоже можно использовать как хранилище на волнах. Все равно стоишь, делать тебе нечего, стой вот возле причала и держи в себе нефть. Но это тоже закончится. И это совершенно очевидно, это не я придумал. Сообщение о том, что сокращение объемов добычи, просто наливать некуда. Уже пошли. Королевство Саудовская Аравия устами главы компании Сауди Арамко 2,5 миллиона баррелей в сутки убрала. Напомню, что по соглашению ОПЕК+, объем добычи в Саудовской Аравии был 10,3 миллиона баррелей. Следующим стал Ирак. У него ситуация еще сложнее. Нефтепровод в Турцию по-прежнему то работает, то не работает. Не очень понятно, что там происходит. У него сокращение составило 2,9 миллиона баррелей в сутки. Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на то, что у них есть трубопровод, который позволяет экспортировать нефть без захода в Ормузский пролив, но восточный берег – это порт Фуджейра, который взял и сгорел. Не знаю, что там случилось, кто-то курил не в правильном месте. Минус 0,8 миллиона баррелей в сутки. И Кувейт, которому просто податься некуда, нет у него возможности выйти из Ормузского пролива. Еще 500 000 баррелей. Итого 6,7 миллиона баррелей с рынка уже ушли. И я напоминаю, что нефтяное месторождение – это не кран на кухне. Захочу – добываю, кручу направо, не хочу добывать, кручу налево. Это всегда процесс, и наиболее наглядно, вот из свежих примеров, то, что происходило на месторождении Тенгиз в Казахстане, когда были проблемы у Каспийского трубопроводного консорциума. Ну, то есть, киевский режим, выполнив очередное распоряжение из Лондона, разнес выпускное перегрузочное устройство. Компания «Шеврон», оператор этого месторождения, заявила, что у них поломался трансформатор, поэтому мы прекратили добычу. Я не буду сейчас юморить по поводу того, что «Шеврон» не знает, что надо держать трансформаторы про запас, о том, что это был такой редкий трансформатор, которого искали 2 недели. Ну, хорошо, своим акционерам они рассказали, будем считать, что акционеры им поверили, нормально. 21 января поступает сообщение о том, что начинают восстанавливать добычу. Сообщение из Казахстана о том, что добыча вышла на 100%, состоялось 10 марта. Это восстановление объема добычи в условиях, когда никто по голове никакими снарядами и БПЛА не лупит, вся инфраструктура цела, ты работаешь, да, в напряженных, но абсолютно мирных условиях. Ну, это так, на всякий случай. Соответственно, то, что вот эти 6,7 миллиона баррелей уже ушли, вернутся они, даже если вот после дождичков в четверг Дональд Фредович сообщит о том, что он в очередной раз подебил, месяц в запасе как минимум на то, чтобы восстановиться. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей спонсорской поддержке на сайте sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. На всякий случай напоминаю, что площадку на мессенджере Max мы тоже на всякий случай открыли. Заглядывайте, подписывайтесь. Ничего нельзя исключать. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.